Друзья, мы в Малакском проливе. Да, это именно тот пролив, который соединяет Андаманское море со стороны Индийского океана и Южно-Китайское море со стороны, соответственно, Тихого океана. Многие ошибочно называют Малакский пролив Сингапурским проливом, но на самом деле это не совсем так. Сейчас я вам объясню все. Вы на канале Максмастер, с вами капитан Максим. Давайте будем начинать. В этот раз полный вперед. Поехали! Этот эпизод охватит диапазон нашей жизни на борту судна, жизни, работы примерно в 5-6 дней. Почему в 5-6 дней? Мы вчера зашли в этот Малакский пролив. Малакский пролив, во-первых, он назван в честь города, который называется Малакка. Находится он в малайзийском государстве Малайзия, а также в честь одноименного султаната, Малакского султаната. Соответственно, с одной стороны пролива находится государство Малайзия, с восточной его стороны, с западной стороны расположен остров Суматра, который принадлежит в свою очередь государству Индонезия. В общем, Малайзия, Индонезия, мы где-то посередине. Вчера мы зашли в этот пролив и следуем, соответственно, в Сингапур, порт Сингапур. По Сингапуру я сделаю отдельный эпизод, потому что Сингапур это всегда насыщенно, всегда много работы, всегда какие-то движения, телодвижения. В общем, там скучать не приходится. И вы об этом прекрасно знаете. Те из вас, которые давно подписаны на канал, прекрасно знают, что про Сингапур я всегда делаю отдельный выпуск. В этом же эпизоде мы с вами поговорим про Малакский пролив. Я вам покажу, чем мы занимаемся, пока судно следует просто вот какая-то рутинная его работа. Тем не менее, в Малакском проливе очень сильное движение, сильный трафик. И в этом вы тоже убедитесь. Как бы очень много судов здесь проходит. До 50 тысяч судов в год проходит через Малакский пролив. И наряду с Суэцким каналом, с Панамским каналом, это одна из важнейших артерий, судоходных артерий для мировой торговли. Уже сейчас, за несколько дней до Сингапура, я знаю, что мы вынуждены будем лечь в дрейф, так как в Сингапуре часто бывает, что лоцмана задерживается и не выдерживается запланированный график из-за высокой интенсивности в самом порту Сингапур. Поэтому мы ляжем в дрейф недалеко от острова Суматра, то есть буквально в 20 милях от берега, так, чтобы не заходить в территориальные воды Индонезии. И как я сказал ранее, многие путают Малакский пролив с Сингапурским. Но на самом деле Сингапурский пролив – это часть Малакского пролива, который расположен в восточной части, там где выход в Южно-Китайское море с восточной стороны. И часть Малакского пролива также разделена на 9 секторов судоходства. Это специальные сектора. И при входе в каждый сектор мы обязаны сделать доклад, что мы следуем оттуда-то, туда-то, намереваемся зайти, выйти с одного сектора, зайти в другой сектор. И из 9 секторов в Малакском проливе 3 принадлежат Сингапурскому проливу. То есть от 1 до 4 это Vessel Traffic Service, который относится к Малакскому проливу, и 3 сектора, которые относятся к Сингапурскому проливу. Это VTIS West, VTIS Central, VTIS East. В общем, уже много текста наговорил. Давайте начинать этот эпизод. Приятного просмотра. Погода всем любителям дождя посвящается. Несколько дней мы уже так идем. То идет дождь, то не идет дождь. Но в основном идет. Еще был сильный ветер. Сейчас, конечно, стало полегче. Ветер перестал дуть. Задувает с одного борта, но не очень сильный. Такой себе стандартный морской ветер в 20 узлов. Это ни о чем, честно говоря. Когда мы уже легли в дрейф, случилась у нас неприятность. Вышел из строя один из наших X-band радаров, вот который не крутится, не вращается. Слава богу, что у нас их 2. У нас 2 X-бенда. Один расположен на носовой мачте. И мы его, естественно, сразу пустили в работу и начали расследование, что же произошло с основным, который на топе расположен. Тут, кстати, механики спускали пар с котла для того, чтобы провести какие-то maintenance работы, то есть обслуживание, утиль котла, это пар с утиль котла. Открыли радар, посмотрели вовнутрь и обнаружили, что там присутствует влага, причем ее там довольно много, она попортила нам микросхему. Вот здесь видно капли воды попали вовнутрь радара. Видно окисление на прокладке резиновой, скорее всего вода и оттуда попадала. Но еще мы обнаружили трещину, которая находится на крышке сверху этой всей истории. Видите, трещина. Пластиковая крышка. И
может быть, как-то вода туда попала. Через нее. Я, естественно, сразу же связался с компанией, заказал emergency сервис, то есть сервис как можно быстрее сразу же в следующем порту, сообщил в Сингапур во все службы, и нам дали добро на ход без одного из радаров. Рыбачок прямо у нас под бортом ездит, рыбу предлагает. Но мы тут как бы и сами можем наловить. Площадка перед нашим парадным трапом. Свежеобработанная, выкрашенная. Вот сам трап тоже покрашен. По нему люди поднимаются и идут по трапу наверх. Здесь эта клетка закрывается. Вот так вот он выглядит сверху. Вообще парадный трап и путь в шипс-офис, судовой офис, это те вещи, которые первыми встречают посетителей. Будь то, неважно, официальные власти, смена экипажа, стивидоры, которые раскрепляют, закрепляют груз. И это те вещи, которые создают первое впечатление. И поэтому лучше всего держать в хорошем состоянии, если возможно. Мы тут уже, друзья, 3 дня возле Суматры дрейфуем. Вот смотрите, видите, где. Скоро, буквально через 3 часа будем продолжать наше движение. Вот тут мы стоим. Ну и нам вот сюда идти. Вот туда, вот где много оранжевого, там Сингапур. 3 дня мы тут уже стоим, ждем, наконец-то нас позвали и будем продолжать свое движение. Прогресс следующего дня. Раньше, вчера, да, была только клетка закрашенная изнутри, плюс трап. Сегодня здесь уже значительно больше. Закатали главную палубу. И вот там вот видите, где есть лента, вот до туда. До той степени. Красиво. Придется на площадку баскетбольную, которая на корме, идти по противоположному борту. Сейчас пересечем зеленую линию, где написано Кланг сектор 1, Enter. Это вход в систему докладов Малакского пролива, система VTS, Vessel Traffic Service. 6 секторов этой системы, плюс 3 сектора Сингапурского пролива. Итого 9 секторов доклада. Боссман красавчик, покрасил палубу в своем заведовании. Да, палубный воркшоп. Не могу зайти, высыхает. Запах, конечно, мечта токсикомана. Красная кнопка. Возьми контроль. Контроль здесь, да. Все, ставь dead slow head. Подожди, пусть обороты наберет.
поворотов нет, нифига. Стоп. Отжимай. Все, сейчас заберу контроль, закроешь консоль. Друзья, помните, в прошлом контракте я вам показывал макет, который делал боцман нашего судна? Сейчас покажу результат. Офигенно получилось. Вот он его наконец-то доделал. Он сейчас за стеклом, поэтому немножко зеркалит. Но вы все увидите. Смотрите, насколько детализировано. Якорь, цепь, контейнеры. Все сделано. Все. Ручная работа. Это сделано из бруса, ну, из дерева. Даже вон якорь там видно. За стеклом его спрятали, склеили, чтобы никто не украл. Не успел я, пока он был до стекла. Посмотрите надстройку. Смотрите, насколько все сделано классно. Из проволоки, из металла. Боцман делал, ну, не в рабочее время, но заняло у него это довольно много времени. Месяцев 5, наверное, он лепил. По чуть-чуть. Контейнеры из бумаги вырезали. Такая надстройка. Все, палубы, количество палуб совпадает. Винт. Видите, да? Очень круто сделано. Классно. Детализировано. Молодец. Друзья, мы дрейфуем, ждем лоцмана. Нам постоянно время меняют. Поэтому самое время пойти поиграть в баскетбол. Погода хорошая, плюс 100 градусов примерно. Но это нам не помешает. Закончили делать этот переходной мостик. Это нижний ярус. Сейчас вылезем чуть повыше. Покажу, как там. Вот это верхний ярус. Тут уже кинули даже резину, чтобы его не побить. Ну, у нас резина на всех мостиках лежит. Верхний ярус закрашен на 100%. Вот мы дошли до левого борта. И таких мостиков сделали за переход 4. И таких мостиков сделали на переход 3 штуки. Идет еще обслуживание, замена ламп. Вот здесь открыли плафон, сейчас будут вычищать, инструмент лежит, рефермен вместе с электрокадетом этим занимаются. Тут еще сейчас будут открывать, и нужно его прочистить, помыть, потом обслужить и закрыть. Здесь что-то уже вроде, они еще в процессе, еще не подсоединено. Вот нет подсоединения. Плафон лежит. Еще один плафон разобранный. Все на обеде сейчас. Будут потом продолжать. Вот видите, красная точка на плафоне. Это означает, что это аварийное освещение. И оно должно гореть даже когда blackout. И после блэкаута запускается аварийный дизель-генератор.
И именно аварийное освещение работает от аварийного дизель-генератора. То есть оно должно гореть, быть исправным всегда. После замывки остался какой-то мусор. Вот его собирают, подметают, чтобы быть максимально чистым пароходом. Друзья, вот такое вот видео у нас с вами получилось по Малакскому проливу. И следующее видео, как я сказал в начале, будет уже непосредственно про Сингапур. Я надеюсь, что вам оно понравится. А сейчас по традиции хочу ответить на один из вопросов, который мне задал подписчик. Ну, точнее, он как бы задал 4 вопроса, просто объединил это в один комментарий. Поэтому коротко, тезисно, по 1 минуте на каждый потрачу и постараюсь на них ответить. Думаю, вам будет интересно. Первый вопрос он задал, что у вас за саркофаг в пленке. Честно говоря, мы сами были в шоке, когда первый раз его увидели. Это было 4 года назад. И он находится на борту судна еще с тех времен, когда здесь были французы. Что он тут делает, никто не знает. Ну, честно говоря, этот ящик больше напоминает какой-то реквизит, потому что в длину он там чуть больше 1,60 м и очень узкий. Может, для каких-то там празднований Хэллоуина его держали. Не знаю, честно говоря, его назначение, но тем не менее он у нас там находится, открывать его не хочется, вдруг там какие-то сюрпризы. Ну, вот так лежит и лежит. Может, сдадим его с мусором когда-нибудь. Я представляю глаза и удивление того человека, который принимает мусор, когда ему выгружают такой ящик вместе со всеми остальными пакетами. Еще экипаж можно в ряд так поставить для большего эффекта. Тем не менее, что есть, то есть. Следующий вопрос про рулевое управление. Назвали поршни, толкающее рулевое перо. Стоят ли перпендикулярно по ходу судна? На самом деле они могут стоять как перпендикулярно, так и параллельно. И это не совсем поршни. И они не толкают непосредственно рулевое перо. Это плунжера, которые выходят из гидравлических цилиндров. Они толкают румпель, такую зеленую штуку, вот на видео здесь видно. А румпель непосредственно присоединен к баллеру, а уже баллер поворачивает перо руля. Они могут располагаться в зависимости от конструкции рулевой машины, рулевого механизма. Они могут располагаться как и перпендикулярно диаметральной плоскости судна, так и параллельно. Поэтому у нас на судне, во-первых, 4 рулевые машины, на одном из моих недавних судов там было всего 2, у нас их 4, и они располагаются перпендикулярно. Дальше вопрос был, за сколько часов до шторма вы, команда, к нему готовитесь. Смотрите, все зависит от судна и от того, какой шторм на самом деле. Потому что судно, если большое, то нужно готовиться за пару дней, чтобы все успеть. Если судно маленькое, то, соответственно, времени вы потратите на подготовку к шторму меньше, и можно готовиться за день. Мы, как правило, получая прогноз погоды, знаем, что нас ожидает неблагоприятные условия через несколько дней, и за 2 дня мы начинаем какую-то подготовку уже. У нас есть специальный чек-лист, который предполагает там очень много действий, нужно предпринять, и в соответствии с этим чек-листом мы готовимся. Это, я перечислю там некоторые только из них, да, допустим. Это обязательно нужно обжать весь груз, все крепление проверить, все, что разболталось во время перехода, нужно обжать и заново закрепить. То есть экипаж проходится, на это тратится довольно много времени. Еще предупреждается обязательно команда камбуза. В принципе, вся команда предупреждается о том, что нас ждет плохая погода, машинное отделение, естественно, потому что у них нет прогноза погоды. Прогноз погоды я получаю, и на мостике штурмана получают через специальное программное обеспечение. А также я получаю снимки со спутника, куда передвигается какой погодный фронт, где ожидается тайфун, ураган и так далее и тому подобное. В общем, предупреждается экипаж, машина, камбуз, обжимается груз, инструктируется экипаж, что нельзя выходить на палубу, проверяются все двери, которые watertight doors, те самые двери, которые я вам показывал, которые задраиваются наглухо, чтобы не попала вода, даже если она попадет каким-то образом на палубу. У нас довольно высокий надводный борт, как бы волна в 6 метров нас не пугает. Но тем не менее, все двери задраиваются все входы в трюмы, в трюма. Эти входы вообще по жизни задраены, но тем не менее все это обжимается, все это проверяется и подготавливается к плохой погоде. Если нужно закрыть какую-то вентиляцию, закрывается и вентиляция в том числе. Дальше закрываются все концы на лебедках специальным брезентом. Сами лебедки подготавливаются к плохой погоде.
трапы крепятся дополнительным лэшингом, дополнительным крепежным материалом. Все это обжимается на случай плохой погоды. При необходимости запускается еще одна рулевая машина, так как в море мы обычно держим в работе 2 из 4 рулевых машин, чтобы предотвращать чрезмерный износ всех остальных. Запускается при необходимости рулевая машина. Опять же, во время плохой погоды, если авторулевой не может удерживать судно на курсе, мы зовем еще дополнительно рулевого, переходим на рулевое, ручное управление. Ну и помимо этого есть еще ряд мероприятий, которые мы должны соблюдать. И на последний вопрос отвечаю, какие действия предпринимаются, если судно попало непосредственно во время переходов в шторм. Честно говоря, мы стараемся этого избежать. Я, когда вижу, что мы идем в регион с плохой погодой, мы либо замедляемся, либо останавливаемся, либо меняем курс с тем намерением, чтобы избежать попадания судна в регион с плохой погодой. Это делается для того, чтобы уберечь экипаж, судно, окружающую среду, потому что если что-то произойдет плохое с судном, да, возможно утечка того же опасного груза за борт, попадание, либо, не дай бог, разлом корпуса и попадание топлива, поэтому лучше плохую погоду переждать, и мы стараемся всегда это делать. Естественно, оценивается риск в соответствии с тем штормом, который нас ожидает впереди. То есть, если шторм для нашего судна в текущей нашей остойчивости, ну, вообще, в принципе, в состоянии судна не предполагает какой-то опасности, то мы можем его и пройти через него. Но если шторм представляет опасность для судна, для экипажа и так далее, то мы лучше, конечно, переждем. Все, будем заканчивать этот ролик. На вопросы я ответил. Вам спасибо за внимание. Друзья, если еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Пишите, пожалуйста, какой-то комментарий. С вами был капитан Максим. Спасибо вам еще раз за внимание. Я на связи.